Привет, привет, дорогие любители вязания! И в этом видео мы будем вязать вот такой вот узор из ромбов. Так, плохо видно, да? И, конечно же, этот узор связан крючком. Но в данный момент вы видите на экране два образца. И вот этот вот образец мы вязали с вами в предыдущем видео. И как вы можете наблюдать, эти два узора очень похожи между собой. А все дело в том, что они делаются по одинаковой базе, но вот этот второй узор я получила немножко модифицировав первый. Видите, здесь ромбы все имеют отрезки, направленные в одну сторону, а здесь они меняют свое направление. То есть к этому узору добавила одно небольшое изменение, и у меня получился вот такой вот узор. На самом деле я пока все это делала, придумала еще несколько таких вот небольших маленьких изменений, которые видоизменяют этот узор и дают какой-то совершенно, ну не совершенно другой, очень похожий, но все же другой узор. Вот она магия крючка, вот она магия этого метода. Крючком как спицами, пряжь крючком. Ну, надеюсь, что она вам нравится точно так же, как мне, и вы тоже с удовольствием возьмете в свою копилочку вот этот узор из ромбов и тоже из него что-нибудь свяжете. Для узора набираю число петель кратное 12 плюс 2 петли. Раз, два, три, четыре. Я наберу 38 петель. 5, 8. Итак, петли набраны, и дальше давайте обратимся к образцу. Вот образец, и этот образец будет состоять не всего из двух рядов, как я люблю говорить. В этом образце рядов несколько больше. Здесь будет первый ряд, который состоит из множества укороченных отрезков и проходит с правого края до левого края. Дальше будет второй ряд, он полностью провяжет все петли. Дальше будет третий ряд, он снова полностью провяжет все петли и вернется вот в эту точку. Дальше четвертый ряд, он как первый, только в обратную сторону и состоит тоже из множества маленьких укороченных отрезков. И дальше опять пятый ряд провязывает все петли полностью, и шестой ряд провязывает все петли полностью. В общем, это и был краткий мастер-класс данного узора. Можете дальше закрывать это видео и его не смотреть. Кстати, вот изнанка, да. Напоминаю, что если хотите изнанку точно такую же, как лицо, то просто вяжите все петли с накидами. Я же буду, как всегда, делать односторонний узор, то есть одну сторону я вяжу с накидом, другую сторону вяжу обычные соединительные петли. Итак, первый ряд, тот самый ряд, который идет с правого края до левого края. Он, кстати, будет точно таким же, как первый ряд в том узоре, который я вам показывала в первом образце, да, в предыдущем узоре. Воздушная петля подъема, вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю тушку и делаю соединительную петлю. В первом отрезке я делаю 8 таких соединительных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первый отрезок готов. Второй отрезок. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке и вкалываю крючок во второе звено от крючка. И вяжу соединительную петлю с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Второй отрезок готов, в нем было 6 соединительных петель с накидом. Дальше воздушная петля подъема, поворот и снова 8 обычных соединительных петель.
Так, воздушную петлю подъема я сделала. Во второе звено от крючка начинаю вязать следующий отрезок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше дохожу до края, значит, делаю сцепку с нижним рядом. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд по ходу вязания, точно так же за дальнюю полупетлю. Подхватываю рабочую 7 и делаю рабочую петлю делаю 7, это седьмая соединительная петля, и в следующую точку точно так же восьмая соединительная петля. Вот, третий отрезок готов. Опять воздушная петля подъема, поворот, снова делаю накид на крючке, снова во второе звено от крючка вкалываю крючок и опять вяжу 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Очередной отрезок снова готов. Воздушная петля подъема, поворот. Опять вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку. И здесь снова 8 обычных соединительных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дохожу до ступеньки, вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд. Это 7. В следующую точку 8. И готов очередной отрезок. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке. Вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю тушку и вяжу снова 6 соединительных петель с накидом. 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И дальше у нас будет, смотрите, переход. Вот он идет, листик. Мы его сделали. Назовем этот элемент листиком, да? И смотрите, дальше я вот так вот перехожу. Вот дохожу до этой точки. Снова, чтобы снова начать следующий листик. Снова переход и снова следующий листик. Здесь все на самом деле очень просто. То есть дальше я вяжу не 8 соединительных петель обычных, как мы делали до этого, а 14. Снова вкалываю крючок во второе звено от крючка и вяжу раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дохожу до ступеньки, вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 6 соединительных петель с накидом. Это начинается раппорт. То есть вот он, первый отрезок раппорта. 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, 8 обычных соединительных петель. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. Это сцепка. Это седьмая соединительная петля. И в следующую точку восьмая. Воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель с накидом. И второе звено от крючка, как всегда, начинаю. Раз, два, три, четыре, 5,
6. Воздушная петля подъема, поворот, 8 обычных соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Дохожу до ступеньки, делаю сцепку. Это 7. И в следующую точку 8. Воздушная петля подъема, поворот и снова 6 соединительных петель с накидом. Начинаю, как всегда, во второй звено от крючка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, но здесь остается 14 обычных соединительных петель. Это будет завершение раппорта. Во второй звено от крючка снова начинаю. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вкалываю крючок в перемычку. Так, в нижний ряд за дальнюю дужку. Это 7. Это 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. И на этом раппорт в первом ряду готов. То есть раппорт — это та часть, которую мы повторяем. Да? Дальше у нас, допустим, длинная здесь набожная цепочка. Мы повторяем эту последовательность вновь и вновь. 6 соединительных петель с накидом, 8 обычных. 6 соединительных петель с накидом, 8 обычных. 6 соединительных петель с накидом, 14 обычных. Снова 6, 8, 6, 8, 6, 14. И так работаем до конца ряда. У меня, смотрите, здесь остается расстояние. Вот оно, да? Чтобы как раз связать только один раппорт. Давайте мы его сейчас и свяжем. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь начинаю во второй звено от крючка. Делаю 6 обычных. Делаю 6 соединительных петель с накидом, конечно же. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И теперь 8 обычных соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так. Вкалываю крючок в перемычку. 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, 8 обычных соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд. 7, 8. Опять воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И смотрите, здесь 14 уже не умещается. Здесь уместится только 8. Ну вот и делаю эти 8. 8 обычных соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вкалываю крючок. Так. В перемычку. В нижний ряд. 7, 8. И вот смотрите, первый ряд на этом готов. То есть мы полностью прошли от правого края до левого края.
Дальше будет второй ряд. Он очень простой, он просто вяжется соединительными петлями с накидом от левого края до правого края. В нем укороченных отрезков не будет. Единственное правило в таком ряду: вяжу ступеньку, делаю степку. Итак, воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка и вяжу соединительные петли с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Вот я дохожу до первой ступеньки, здесь делаю сцепку. Сцепка выходит на лицо, поэтому я ее делаю немножко по-другому. Я делаю ее с накидом, да. Вкалываю крючок в 2 ниточки, накид на крючке, 9, 10. Снова ступенька, снова сцепка, которая выходит на лицо. 11, 12. Ну и работаю так до конца ряда. Число соединительных петель с накидом в этом ряду будет равно числу петель в наборной цепочке. Второй ряд я связала, видите, край выровнялся, и дальше третий ряд. Третий ряд еще проще, чем второй. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу соединительные петли обычные. В третьем ряду у меня будет 38 обычных соединительных петель. То есть здесь цель просто, опять-таки, пройтись от правого края к левому, и здесь я не делаю никаких укороченных отрезков, просто вот так вот вяжу. Третий ряд связан, и дальше четвертый ряд. Это вот этот ряд, в нем снова будут укороченные отрезки. И смотрите, вообще последовательность чисел в четвертом ряду будет такая же, как в первом, да? Но вы видите, что эти два ромбика, они идентичны, значит, в них одно и то же число петель. Единственное, что он выполняется в шахматном порядке относительно первого, да? Вот они, два ромба первого ряда, и вот ромб четвертого ряда, который между ними. Это нужно как бы для гармонии узора. Ну и, соответственно, здесь еще меняется, когда мы делаем петли с накидом, когда мы делаем обычные петли. Итак, начинаю. Вот первый элемент четвертого ряда. Воздушная петля подъема, и начинаю его, делаю 2 соединительных петли с накидом. Как всегда, во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот. В следующую точку 2 обычных. Следующий отрезок это 2 обычных соединительных петли. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот. Следующий отрезок это 4 соединительных петли с накидом. Раз, два. Делаю сцепку. Здесь сцепка выйдет на лицо, значит, опять ее делаю через 2 ниточки и делаю с накидом. 3, 4. Когда я вяжу ряд петлями с накидом, то значит и сцепку делаю тоже с накидом. Здесь такое правило. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 4 обычных соединительных петли. Так. Воздушная петля подъема, поворот и 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, 3, 4. Вкалываю крючок в ниточку в перемычку, делаю накид на крючке. Это 5 и это 6. Воздушная петля подъема, поворот и 6 обычных соединительных петель за дальнюю дужку. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот и здесь 14 соединительных петель с накидом. Делаю накид на крючке и вяжу. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Вкалываю крючок в ниточку в перемычку, делаю накид на крючке. Это 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 и 14. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше начнется раппорт. Как я уже говорила, последовательность, именно числа сами, здесь точно такие же, как в первом ряду, но единственное, что мы меняем, где мы делаем петли с накидом, где мы делаем обычные петли, то есть делаем все наоборот. Итак, раппорт второго ряда. Воздушную петлю подъема, поворот я сделала и начинаю раппорт 6 обычных соединительных петель. Начинаю во второе звено от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, 8 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вкалываю крючок в ниточку в перемычку, в нижний ряд, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, 6 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот, 8 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаю сцепку. Это 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, 6 обычных соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. Заключительный отрезок в раппорте — это 14 соединительных петель с накидом. За дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вкалываю крючок в ниточку перемычку. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Воздушная петля подъема, поворот. И на этом раппорт во втором ряду закончен. Дальше повторяем его вновь и вновь. 6 обычных петель, 8 соединительных петель с накидом, 6, 8, 6, 14. Опять 6, 8, 6, 8, 6, 14. И встречаемся вот здесь. Я вам покажу последовательность петель, которая образует вот этот вот финальный заключительный элемент. Итак, вот я дошла до конца ряда. Здесь нужно сделать вот этот вот элемент последний, да. Воздушную петлю подъема, поворот я сделала, и дальше последовательность будет такая. Начинаю снова 6 соединительных петель обычных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И дальше вяжу 6 соединительных петель с накидом. То есть как я здесь рассуждаю? Я заканчиваю, ну, как бы в конце ряда, да, мне не хватает петель на раппорт, на полный раппорт, и поэтому то, что у меня остается, то и вяжу. Здесь все очень просто в таких узорах делается. Делаю накид на крючке, и дальше 6 обычных 6 соединительных петель с накидом, конечно же. 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь у меня бы, если бы это был полный раппорт, то он не дошел бы вот до этой точки, да, то есть здесь остается только 4 соединительных петли. 1, 2, 3,
4 обычных. Воздушная петля подъема, поворот, но в обратную сторону, соответственно, 4 соединительных петли с накидом. Раз, два, три, 4. Воздушная петля подъема, поворот. И опять-таки, если бы здесь был полный раппорт, то он остановился бы вот в этой точке, он опять бы не дошел 2 петли до края. То есть это 2 соединительных петли. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот и 2 соединительных петли с накидом. Раз, два. Воздушная петля подъема, поворот. И смотрите, это получается закончен 4-й ряд. Вот так он выглядит, да. Такие вот листья, ветви. И смотрите, дальше нужно сделать еще 5-й и 6-й ряд. Вверх ногами я вам все показываю. Вот он, 5-й и 6-й ряд. Это будет вот этот ряд. Он вот так вот пройдет. Опять-таки от правого края к левому краю. Здесь нет укороченных рядов. Он будет собирать все вот эти вот ступеньки. И 6-й ряд, соответственно, пройдет от левого края к правому краю. Да? Ну и давайте его начнем. Воздушную петлю подъема, поворот я сделала. Вяжу в 5-м ряду обычные соединительные петли. Раз, два. Вяжу ступеньку, делаю степку обычную, потому что я вяжу обычные петли. Про это правило тоже не забывайте, что обычные петли — обычная степка. Соединительные петли — значит степка, которая делается. Если соединительные петли с накидом, то степка, то делаем тоже степку с накидом. Итак, вяжу соединительные петли за дальнюю дужку до конца ряда. Число соединительных петель снова должно быть равно числу петель, которые набирали в цепочке. Да, если это соотношение у вас не сходится, то значит где-то ошибка. У меня это будет 38. 5-й ряд закончен. Дальше 6-й ряд. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке и вяжу соединительные петли с накидом. Здесь все еще проще. В 6-м ряду это снова будет 38 соединительных петель с накидом. То есть это снова ряд такой цельный, без укороченных отрезков, просто проходит с левого края к правому краю. И это будет последний ряд в вертикальном раппорте. Вот я связала 6-й ряд, да, дальше возвращаюсь к 1-му ряду, вы просто перематываете видео на начало и вяжу снова с 1 по 6-й ряд на нужную высоту. Вот так я именно и вязала этот образец, который побольше. Смотрите, здесь одно небольшое уточнение у меня есть. Я закончила этот образец 2-м рядом. То есть, когда я его заканчиваю 6-м рядом, ну, как-то вот мне не нравится, как края торчат. Поэтому, если вы будете делать, допустим, плед или шарф, то я рекомендую закончить 2-м рядом. То есть, когда у вас 2 края должны быть открыты. А если же вы будете делать снуд или шапку, и вам нужно будет его закольцевать, вот так вот потом свернуть в трубу, то здесь, видите, здесь же должна быть шахматка, то здесь точнее, здесь вот эти вот последние ромбики в краевых рядах, они совпадут. И тогда вы заканчиваете уже вот раппортом, заканчиваете 6-м рядом. Это если вы будете вязать какое-то изделие, которое потом нужно будет сложить в трубу и сшить его. Вот такой получился узор. Надеюсь, он вам тоже понравился. Напишите, пожалуйста, какой узор вам нравится больше. Хотя, на мой взгляд, они очень похожи, но все-таки разница небольшая есть. Вот так вот лучше видны эти ромбики. Сейчас я вам покажу. Вот это был первый узор из предыдущего видео. Ссылка будет в описании, в подсказках, да просто найдете его на моем канале. Вот, а это узор, который мы вязали в этом видео. Напишите, какой вам нравится больше или вам нравится оба. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что ставите свои лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.